Проезжаем речки, вон большие, очень глубокие. Звери у нас, медведей очень много, волки тоже появляются. Для приезжих, вот, например, для туристов, для гостей это красиво, горы, реки. А для нас это очень тяжело. Это наша жизнь. Крепко ложи, чтобы он не отошел. Назад и потом вперед. Тундра, Ямал, да это же наша родина. Вот мы родились, тут выросли, да это уже считай, что тут мой дом. Ну, я тут уже все горы переходил пешком. Раз, затуманило вверху еще. Что, никуда, ничего не видно. Один раз попадали, да, вверху из спальни. Туман куда пойдешь? Страшно же. Не туда пойдешь и все, плохо. Мы живем тут, все братья Озеловы. И испокон веков мы тут ездим. Наши деды ездили, прадеды. И вот наше поколение осталось, тут мы вот ездим. В горах вот остановились, чума поставили, где много-много лиственниц. И получилось так, что молния ударила по лиственнице и досталась нашим чумам. Вот. И разбила 2 чума, когда у меня родители тоже в чуме ездили. Мама сознание потеряла, бабушка сознание потеряла. Вот. 3 шаровые молнии упало. Да 1 чум вообще все вынесло с чума прямо. Вот такие страшные истории бывают, когда в горах вообще опасно, когда гроза. Я уже 28 лет здесь, в Кославе, как замуж вышла. Меня сосватали, привезли сюда. И все, так и живу. Ямал – наш дом, родина, земля. Здесь хорошо, природа, воздух чистый. Тяжело, когда вот холодно, вот слякоть. Тогда вот тяжело становится. А потом, когда вот чум поставим, тепло, чай сварим, и тогда вот опять хорошо становится. К нам прилетит губернатор, мы готовимся, ждем в ожидании. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Махил, проходи. Женя. Махил. У вас прекрасное место тут. Что тут с погодой? Сыровато? Сыровато. Бывает. Губернатор. Конечно, молодой, хорошо, да. Простой, такие, как мы. Если бы строгий был, он бы везде не был. Везде же какие-то гордения. И тундры бывает, и везде бывает. Человека сразу по разговору слыхать, как он тебе будет разговаривать. Дорогие хозяева, долетели до вас. Погодка немножко дождливая, ну ничего. Это кто у нас идет, главный герой? Это главный герой. Людмила. Очень приятно. Ева? Папа в стаде. На дежурстве. На дежурстве. Привет. Ваш водитель. Да, все. Легко. Савелий, не мерзнешь? Сколько километров ближайший магазин отсюда? 150 километров. Вот. Пешком идешь в магазин. О, рады, конечно. Все рады у нас гостям. Всегда принимаем. Но они, правда, гнуса очень боятся, когда комаров много. Красота. Так. Вот девчонкам, да, мячик серьезный. Здесь сладости всякие. Дети, налетайте. Это мой сундук, мой. Да, это... Все правильно. Спасибо. Мячик еще. Подарки получили. Хорошо. Добрый день. Очень рад познакомиться с вами.
конечно, жестко для городского человека. Они с огромным уважением это делают. Все, что происходит в тундре, здесь нет никогда избыточного. Что останется от животного, все пойдет на пользу. Шкура, само собой, копыта. Животное максимально полезно заканчивает свою жизнь. Держи. Это вкусно? Да? Это Да. Это почка. Я пытался отключить мозг и просто пробовать. Знаете, даже вкусно. Так, добавка. Жалко животным, но они традиционно живут, делают это для своей жизни. Они помогают выживать оленевода. Ты же олень не скажешь, туда не иди, сюда не иди. Он как ходил, он так и будет идти. Куда захочет, туда пойдет. А как ты его? Из-за этого надо его за ним следить, караулить надо. Олени до 7 месяцев не одинаково ходят. Вот такая горка, один в эту сторону ушла одна кучка, другая туда ушла еще. Когда-нибудь соберешь, а половины нету. Опять и куда ушли, Бог его знает. Надо искать, вот опять лишнее время теряешь. Олени без хозяина не выживут. В тундре олени и человек связаны между собой. Знаете, чум – это такая, типа палатка, да, а когда смотришь на него снаружи, и думаешь, вот такой маленький чум, как могут 2-3 семьи жить в одном чуме? А как внутри зайдешь, ты видишь, насколько на самом деле просторно и как все логично, все устроено. Вот тут кухня, тут одна семья, вторая, вот третья, может, четвертая даже. Они вот делают свою комнату, вместе спят и все уместятся. И вот я так тоже, мы так тоже жили. Прохладненько, но ничего страшного. Это такая жизнь тут, это очень интересно было почувствовать. Вот. Это так. Всем доброе утро. Сказали, что вы едете, у нас даже женщины спать перестали. Переположились, что делать, как, что приготовить. А на каком языке есть, знаете, красивые песни? Как друг служит. Ну вот это, давай хотя бы немножко спой. Как друг служит и сныс, как друг служит и сныс, как друг служит и сныс, а ты палакын. Пахтинес пуля шухлет из ярты стаюси. Ну пока. Два товарища в одном и том полку. Это про Великую Отечественную? Да. Было интересно познакомиться с гостеприимной семьей Артеевых. Это оленевод Коми. Все-таки Коми они более оседлые. Так получилось, что супруга у него ханты, и вот вместе с ее родом они уже многие годы вместе. Я в Чуме родился. В школе учился, 8 классов кончил. Потом в армии. И опять в оленеводство поехал. Родителям помогать. Своих друзей встретил, знакомых, Коми, пацанов. Еще они меня спрашивают по-своему, надо по Коми говорить. А я как начну, они смеются. Я уже сам Коми язык начал забывать. Уже все по-хантыски, вот среди ханты живу таким. Вот принес, вот молодец, вот хороший мальчик. Я ханта, муж Коми. В этой бригаде он был с родителями, и я тоже с родителями была. И все так и сошлись. Но родители, конечно, против были. Но как узнали, они стали плакать. После школы поехала в Салехард поступать, медицинское. Документы сдала, поехала к родителям. Они не разрешили ехать обратно. Ну и все, я осталась. Здесь так это привыкает, человек привыкает что-то. А тут все время на ходу. Каждый день надо косла, что-то делать, дрова рубить, пилить, таскать. Иди работай с оленями. Вот пойду. Ох, ты, вот молодец. Грибное время тяжело. Когда на дежурстве грибное время. Тогда вот, когда олени крепко расходятся. Вот тогда уже и думаешь, все, плюну чертова и уйду в поселок. 3-4 дня проходит, и уже опять сюда хочется. Как весной перелетные птицы тоже так же. Свое место же знают, да? Семья примечательна тем, что 5 детей, из них 2
сына сейчас находится в зоне специальной военной операции. Родители воспитали очень достойных сыновей. Это сушеное мясо с оромнёга. Оно очень полезно, питательно. Когда оленя забиваешь, то мясо сперва на ветру подсохнет, на костре отвялишь. У нас же морозильников нету, чтобы не испортилось. Когда долгое расстояние кослаешь, там где сваришь кушать, а так уж мясо готовое. Если семья у тебя большая, мы там берем по два вандея почти хлеба. Хлеба, сушите его, да? По 350 булок где-то, да, все сушится. И это вот почти до декабря, до Нового года. Ну, до ноября. До ноября. Да. Ну, как снег, уже можно в магазин доехать. Мы сейчас будем изготавливать стружку, таволгу. Надо его так ровно, пока дерево мороженое, холодное. И если кровь падет из носа, можно будет местоваты использовать. Она хорошо кровь останавливает. Вот это священная нарта. Супругу все известно, что там находится. Все, мы отсюда ходим. Я боюсь, оттуда сзади нельзя. Вот это река, это я понимаю. Как на Кавказе. Красиво. Ну давай сюда лапами. Давай, иди сюда. Какая-то музыка, спокойствие. Это женская нарта. Тепло тут сидеть, зимой хорошо, колокольчики, звук такой, и зверь туда не идет. Вода везде, речки такие глубокие, течет, все мокнем. Очень тяжело кослать. Был случай, я с медведем поздоровался практически. До 3 метров подошел ко мне. А я стадо караулил, и телята имел маленькие. И он пришел среди бела дня и начал стадо гонять. Схватил теленка одного и в кусты потащил. А я взял, да и за ним пошел с ружьем. И он на меня навстречу пошел в упор. И зарычал, а мне деваться некуда, пришлось отходить. Когда вот эти моменты не боязно, это потом думать, зачем я так сделал, это глупость. Но все равно надо Али пасти хоть как, в любом случае. Олени, они там не прятаются в чуме. Так что это очень тяжелая работа, тяжелая жизнь. И я их восхищаю, что они это делают, умеют. За теми 2 белыми оленями полетели. Вот мы и проверим, олень это или сугроб. А так, дрон у нас тоже вон сейчас появился. Удобно, конечно. Вот. Не надо, вот, например, мне в лесу на буране кататься, там оленей собирать. Поднял дрон, посмотрел, например, чтобы зверей не было. И вот крутанулся. Первый раз сейчас летаете, да? Второй раз. И как? Впечатления какие? Да, вообще классно. Спят. Вот они, вот ходят. Попались. Вон. Все, посчитали. До чего дошел прогресс? А где точка перевалки? Это что вот там? Видно, что речка в ту сторону потекла? Это где Азия, Европа. Ну там уже высокие горы такие. Да. Как вы переваливаете их? Мы нет ущелья, у нас пологов по ущелью. Тоже бывает, вниз смотришь, там глубоко и мелко. Если олень упал, например, аргыш переходит, один не успеет перепрыгнуть, и олень, оказывается, туда падает. И мы смотрим вниз, она там стоит, бедная, и это развернуться-то никак. Она вот так полетела. У вас брат, по-моему, ходил вниз, сходил, не побоялся, ушли вниз. Его тоже какой маленький человечек видно. Мы сверху смотрим, и он взял этого оленя и спокойно повел за собой, и там вытащил его. И олень целый. Эй! А куда идем-то, я не знаю. Эй! Опа! Эй!
Я тоже пытался водить, но видно, что у вас больше опыта, поэтому вы, наверное, губернатор. Я пока еще... Да, вот такие места, вот природа такая суровая, жесткая. Сейчас красота, вчера дождь, тяжело. Вот такая большая разница, это классно почувствовать. Кому надо упражнения делать? Бицепс можно поработать. Ой, да. Почти упал. Опа! Эй! Если бы предложили вам переехать в Москву, Ну, я все равно бы туда не поехал. Я бы там потерялся, скорее всего. Мне легче оленей найти в тундре, в лесу где-то, чем в городе ходить. Сын есть, и он хочет остаться. Говорит, после 9 класса буду ездить с вами. Какую ты самую большую щуку ловил? Ну какую? Ну, такую? Как чем? Как чем? Савелий, ты мне позови в следующий раз с собой. Я тоже хочу как чем щуку. Ну, конечно, хотим, чтобы у нас дети продолжали кочевой образ жизни вести. Ну, не хотят некоторые уже. После школы сразу уезжают. Учим их как бы. Надо ездить дальше, оленей пасти, поработать в тундре. Матила, ты играешь в волейбол? сейчас да. Это что за жених такой у нас? Так, Учусь. о, где? Готовы? Я! Ой, молодец. Вот так, вот это хитро. Вот это! По-моему, кто-то заслужил чай. Да. Мы хотим подарить вам небольшие подарки. Медведь – это для нас священное животное. Клык медвежий приносит удачу, счастье, здоровье. Спасибо. Хорошая традиция. Те, кто мне помогал в поездке, дарю тому кепку. Савелий. Кепка будет губернаторская. Спасибо. Ты учись хорошо. Все. Давай, очень приятно было познакомиться. Да. Надеюсь, снимал понравился. Очень. Вам всех благ. Всем спасибо огромное за теплый прием. И вам спасибо. До новых встреч обязательно. Я раньше был у оленеводов, но часик это был в гостях, а сейчас я пожил с ними, а вижу, как это тяжело. Мы здесь видим, прям оленеводы живут почти как 100 лет назад. В Голландии такого уже не увидишь, нет. Поэтому это так круто здесь, что это осталось.